Всем привет! Вы на канале Living in Paradise, все о жизни в Греции. С вами, как всегда, Константин и Лариса. И сегодня мы собираемся совершить такую спонтанную прогулку в городе Верия, который находится примерно в 80 километрах от Салоника. Поэтому мы сейчас одеваемся и едем туда, а вы оставайтесь с нами, вам все покажем, расскажем. Погнали! Сейчас мы находимся на площади Илия в городе Верия. Это место называют еще балконом Верии, поскольку отсюда открывается панорамный вид на долину. Она знаменита своими персиковыми садами. И каждый год в марте эта долина превращается в бесконечное розовое море. Цветут персиковые сады. В это время года Верия привлекает очень много туристов, которые хотят увидеть это чудо. Вот посмотрите, какой открывается отсюда вид на долину. Видно и сады, можно прогуляться и сделать красивые фотографии вблизи. Кстати, здесь организуют пешие прогулки, велопрогулки и пешие экскурсии по городу, по основным достопримечательностям. Все мероприятия абсолютно бесплатно организованы туристическим сообществом Верии с целью привлечения гостей в данный регион. В 2021 году цветущие персиковые деревья Верии путешествовали по миру в документальном сериале «Европа сверху» от National Geographic в эпизоде, посвященном Греции, где рассказчик комментирует, что ее огромная цветущая равнина – это один из самых сокровенных секретов в мире. В общем, мы сейчас в одном из персиковых садов. Не знаю, что оно. Мы сюда зашли как с экскурсией, подвязались. Здесь было человек, наверное, 200. Пришлось ждать, пока не все разойдутся, чтобы хоть что-то поснимать. В общем, сейчас здесь уже безлюдно. Ну, природа красиво. Нет, здесь очень красиво. Можно провести очень красивые фотосессии. Кстати, очень часто сюда приезжают молодожены. Да, для этого им нужно жениться в последних 2 неделях марта. Да, поскольку персики цветут действительно всего 2 недели в марте. Поэтому, друзья, если вы где-то рядом, ну, в Северной Греции, рядом с Салониками, час езды, но только последние 2 недели марта. В течение последних нескольких лет проводятся открытые фотоконкурсы на лучшие работы по цветущим персиковым деревьям. Принять участие может любой желающий. Не знаю, что это означает. Кто-то повесил таких человечков из ниточек на ветку.
кстати, не пахнет совсем. В традициях Древнего Востока персик называют деревом жизни или земным раем. Они даруют людям жизнь, радость, а цветы символизируют весну, возрождение. Друзья, ну я не очень впечатлен. Так себе. Ну просто не романтик. Ну тут как бы цветут персики, ну красиво. Ну а что мы можем сделать? Ну как бы так посмотреть 15-20 минут можно пофотографироваться. Я бы предпочел нырнуть в море сейчас, чем гулять по персиковому саду. Друзья, меня силой вытащили сюда. Help. Ну, друзья, здесь нет моря. Здесь только небольшие горы и вот персики, больше ничего нет. Как ничего нет? Здесь недалеко, чуть выше в поселке, есть горнолыжный курорт. Ну, конечно, сейчас уже снега нет. Надо было пораньше выдвигаться, чтобы вам показать. Вообще у нас конец марта. Погода, наверное, 22 градуса. Прям жарко уже становится. Ну, ночью еще прохладнее, а днем прям разогревает очень хорошо. Город Верия – это город с многовековой историей и известен своими многонациональными общинами. В этом городе сохранилось около 50 церквей и храмов, и 72, которые были ранее. Есть даже еврейская синагога и пару мечетей. Город наполнен историей, и если кому интересна эта тема, то стоит сюда приехать, прогуляться и все это посмотреть. Старые, частично отреставрированные кварталы переплетаются с новой застройкой. То и дело, ты идешь, но кажется, на какой-то старинный особнячок, который можно тоже в деталях рассмотреть. Постоянно спуски, подъемы, и этот город, он прям вписывается в этот рельеф, извилистые улочки, оплетают эти овраги, склоны, подъемы. Так приятно прогуляться, очень тихо, очень чисто, очень приятная атмосфера. Путь апостола Павла, проповедовавшего христианскую веру в первом веке, лежал через Салоники и как раз город Верию. В то время здесь проживали большие еврейские общины. Жители Верии радушно встретили его, и его проповеди имели большой успех. Как здесь была основана первая христианская община, и чтобы запечатлеть это событие в истории города, здесь был построен такой монумент, посвященный как раз апостолу Павлу. Здесь сохранились 3 ступени, на которых предполагалось, что он проводил как раз свои проповеди. Впоследствии, чтобы увековечить в истории такое событие, как прибытие сюда апостола Павла, в близлежащих районах к Верии, в горах началась постройка монастырей. Есть действующие, есть заброшенные. В общем-то, самое, конечно, известное место такое, с такой глубокой духовной энергетикой в Греции — это Метеоры. Мы об этом снимали видео, и если будет интересно, посмотрите, пожалуйста. Ссылку оставим. Здесь найдете ее. Довольно интересно, очень информативно. Один из самых великолепных историко-религиозных памятников – это Старый кафедральный собор, построенный в XI веке. Он посвящен великим апостолам Петру и Павлу. Внутри собора вы увидите старинные фрески и сможете прикоснуться к настоящей мировой истории. Разговаривала с женщиной, которая там работает. Она сказала, что это фрески XII века. Я крайне удивлена, в каком хорошем состоянии они находятся, и можно все детально рассмотреть до мелочей. Очень красиво. Побывать в Верии и не попробовать его знаменитую сладость ревани. Это манный пирог, пропитанный апельсиновым сиропом. Но это, конечно, было бы просто преступлением. И пришли мы в этот магазин не случайно. Говорят, что именно здесь берет начало производство этого пирога
и ведет свою историю с 1886 года, когда владелец этой компании имел молочное производство, в основном изготавливал йогурты. Как рассказывают, один турок поделился рецептом, и с тех пор семья занимается производством как раз этого пирога по рецепту, который держится в полном секрете. Сейчас мы зайдем, это узнаем, правда это или нет, и попробуем. Это как я не βγήκε αυτό. Εντάξει, θα το πάρω. Εντάξει, 1% είναι. 1 κιλό. Το πιο νόστιμο ρεβανί εσείς το έχετε? Ναι, αυτό είναι το πραγματικό ρεβανί, το παραδοσιακό. Και τι έχει μέσα στη συνταγή? Μυστικό είναι. Мистико είναι κατά. Поговорила с хозяином этого магазинчика. Это уже 4-е поколение этой семьи, которая производит этот десерт. Ну, вкусно. Вообще-то очень страшно сюда спускаться. Греция горная страна. Друзья, примерно в 10 километрах от Верии мы нашли смотровую площадку. Отсюда открываются удивительные виды. Просто вот посидеть, пофотографировать, подумать, отдохнуть. Очень красиво. Ну здесь буквально вот где можно постоять, посидеть, там 4-5 квадратных метров. И поэтому, если кто-то перед вами здесь будет сидеть, иногда здесь пикники делают, нужно будет как бы подождать очередь. Но вид того стоит. Друзья, в общем, мы спустились с возвышенности сюда к водичке. Здесь небольшая плотина. Ну, достаточно красивая, ничего удивительного, но посмотреть можно. Соответственно, хотим подвести итог нашей сегодняшней такой небольшой прогулки. Верия очень красивый, чистый город. Сейчас, в это время, когда цветут персиковые деревья, это еще добавляет красок, какой-то колорит. К тому же Верия еще и историческое место, очень много достопримечательностей, особенно такой христианской тематики, очень много церквей. В общем, друзья, если вы где-то недалеко, ну, может быть, в часе езды, то стоит потратить свое время, посмотреть на город, посидеть в кафе, прогуляться. Специально рекомендовать откуда-то издалека ехать, прям вот надо туда съездить, посмотреть, ну, мы не можем. Поэтому, ну, делайте выводы сами. Спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, если вас что-то интересует. И до встречи, пока. Пока, друзья.